Всем доброе утро. Вот такая вот у нас сегодня погода. Уже понедельник. У детей закончились каникулы, к сожалению, к моему. И дети идут в школу. Вчера с утра была такая классная погода. Вот прям было пасхальное настроение. Я вчера видео не сделала, честно говоря. Мы с утра поехали в церковь. Вот. А потом приехали, уже все хотели очень кушать. Покушали. А потом легли фильм смотреть. Ну, в общем, как обычно, собственно, у нас проходят праздники. Поэтому не хотелось уже отрываться от дивана, что-то снимать. Хотелось просто отдыхать. Тем более, что все каникулы мы провели на даче. И за каникулы, в общем-то, отдыха никакого не было. О, какая машинка, видите, работает. А вот старшая дочь на неделю выходит в школу. И потом уезжает в лагерь. Вот. А младшая будет учиться. Готовимся к фотосессии для выпускного. Никак не найдем ей в чем фотографироваться. Так, сейчас я через светофор. Вот. Зеленый. Сейчас мы нажмем на кнопочку, и будет нам зеленый. Так вот, вчерашний день. С утра было немножко прохладно. Пока мы в церкви стояли, ждали батюшку. Ну, служба еще была, мы приехали, получается, немного раньше. Когда закончилась служба, тогда уже батюшка вышел. Все, что я сняла, я дальше видео поставлю, посмотрите. А вот. И вышло солнышко, было прям жарко уже. А к вечеру, как начался дождь, и вот дождь. И сегодня дождь, и завтра обещают дождь, и послезавтра тоже дождь. Вообще, я поначалу удивлялась, почему каждый день может быть дождь. Ну, большой или маленький, но может быть и каждый день, или через день. Но это очень часто. В Украине так часто нету дождей. Вот. А сейчас уже привыкла, знаете, вообще, дождь, и дождь. Ну и что? Вон, лялечку в садик везут, видите, на велосипеде. Такая специальная коляска для велосипедов. Она, по-моему, даже называется спортивная коляска. Вот, видите? Там по двое бывает детей сидят. Бывает по одному. Вот. В общем, я приду уже домой, покажусь вам и расскажу дальше. Всем привет поближе. Сейчас покажу, немножко поснимала в церкви, как-то не очень удобно там снимать, не для того туда, как говорится, люди приезжают, но кусочек маленький, то, что поснимала, я вам сейчас покажу. Понятно. Господи, помолимся. Господи, помилуй. Друзья, всем доброе утро. Поздравляю с Великднем, с Пасхой.
Друзья, всем доброе утро. Поздравляю всех с Великднем, с Пасхою. Желаю всем мира, здоровья, благополучия и хорошего настроения. Мы сейчас едем с церкви, посвятили пасочку и направляемся домой. Покажу, какие у меня пасочки в разрезе. Начали мы тут вспоминать, как мы праздновали Пасху в прошлом году. Вспоминали и ничего не вспомнили, потому что в прошлом году это было начало войны, и я обычно праздники все помню, а тут я не помню вообще ничего. Я так понимаю, мы вообще не праздновали в прошлом году, то есть Пасха прошла как-то незаметно, потому что я не помню ни даты, я не помню, что... Ну, то, что я ничего не готовила, это 100%, потому что, когда я готовлю, я всегда помню, что я делала. А началось с того, что мне мама спросила, а какие Пасхи были в прошлом году. И я такая, не было никаких. А была Пасха в прошлом году? Не было Пасхи в прошлом году. Ну, в общем, вы поняли. В прошлом году Пасха выпала из жизни. Ее не было в принципе, и никто даже про нее не вспомнил, не отмечал и даже в календарь не смотрел, потому что было совершенно не до этого праздника. Вообще не до праздников было, потому что первые 2 месяца начала войны, наверное, были самые сложные и тяжелые. Ладно, не будем сейчас о грустном. Все и так знают, что происходит. Про Пасху. Я давным-давно пеку Пасхи. И я уже даже не помню, с какого года я это начала делать, но я знаю, что давно я их пеку. Я каждый год делаю 2-3 вида теста. Но мне так интересно, чтобы они были разные по вкусу. И делаю разные начинки, делаю с цукатами, с орехами, с изюмом, делала шоколадную, делала творожную. В общем, каждый год у меня меняются рецепты. Последние лет, не знаю, 10, наверное, я постоянно делала творожную. Это мне на работе дала тетя Оля. Вот. Привет, если ты смотришь меня. Она мне очень понравилась, она очень простая в приготовлении, не заморочливая, ни какой-то опары, никакого, ну, в общем, голову не надо морочить, простая всегда получается. Вот, а другие 2 вида теста, это, как правило, я нахожу что-то в интернете, что-то интересное, что мне понравилось, и, в общем-то, как правило, другие 2 теста, это какой-то чистый эксперимент. Вот. Обычно я делаю, обычно, раньше я делала, когда мы жили в Украине, где-то, 130-150 штук. Я их не делаю большие, я люблю маленькие такие, знаешь, как стаканчик, там 200 грамм, где-то пасочка, да, 150, вот 170, такое, какая у меня форма будет. В Украине я покупала бумажные формы. 2 года назад мы ездили в Украину, я специально покупала тогда и привозила сюда, и пекла здесь в формах бумажных. Форм железных, вот, или как там они, у меня никогда не было, всегда были бумажные формы. Я их всегда накупала, штук по 50, по 70, потом еще дома делала в чашках, в стаканах, в железной кружке, помню, делала, в общем... приспосабливалась по-разному. Но, как правило, у меня было где-то 130-150 вот небольших пасочек маленьких.
Почему так много? Потому что, ну, во-первых, все любят Пасхи. Во-вторых, всегда на Пасху угощаешь кого-то, делишься там с родными, с бабушками, с дедушками, с соседями, на работу понести, подружкам, кумовьям. В общем, они расходятся моментально, плюс еще сам там с чайком утром, вечером. Ну, как правило, у меня к поминальному дню Пасхи уже не остаются. Ну, расходятся. И на поминальный день я всегда покупаю магазинные. Вот. Но 2 года назад я не... Нет, 3 года назад, да? Ну, в общем, что у меня 2 года назад не было этих формочек для пасок. Был карантин, да, и мы не поехали, или что-то, я не помню как, но что-то у меня их не было. Здесь я даже не пыталась их найти, и поэтому нашла в ютубе, как выйти из ситуации. В этом году я пошла в магазин, ну, то есть я нашла эти пасочки, которые вот я покупала, ну, не пасочки, а формы для пасок в Украине. Но когда я пришла их покупать, то их уже не оказалось. И я решила голову не морочить, и 2 года назад я так делала, и в этом году 2 года назад я делала сама, а в этом году посадила детей. Для тех, кто хочет делать Пасхи, это на следующий год, может быть, будет кому-то пригодиться, можно сделать формочки для пасок из фольги. Говорят, что они лучше держат форму, но я так понимаю, это для пасок, если они большие. Я делала 2 года назад и в этом году формы из пергаментной бумаги. Вот они, вот такие вот. В ютубе есть видео, как их делать, это все очень просто. У меня эта формочка, это банка сгущенки. Вот такая высота, банка сгущенки. И вот такой диаметр. Склеивается все, заваривается мука, как вот раньше делался клейстер для поклейки обоев. Ну, кто помнит, в давние времена, как говорят мои дети. И вот такие формочки. Если вы будете делать пасочки, вот такие вот со сгущенки, банка сгущенки, вот, самоклейка, то форма держится. Ну, то есть они не заваливаются. Тесто не заваливает форму, она нормально держится, они у меня все ровненькие получились. Одну пасочку делали больше, а на какой размер я уже не помню, но она где-то, наверное, 300-граммовая. В общем, если пасочка будет больше, ну, вы хотите больше, чем баночка сгущенки, то тогда надо делать все-таки с фольги, потому что когда больше форма, то у меня завалилась большая паска, тесто сломало форму и завалилось на бок. Поэтому маленькие, отличный вариант, самодельные, маленькие, я люблю маленькие, их удобно раздавать, их удобно кушать, пополам разрезал, и на 2 человека нормальная форма. Вот. Все, я, по-моему, рассказала. Сейчас покажу, какие у меня пасочки, как я делала тесто. Еще хотела рассказать кое-что. Как я делала тесто и как я делала пасхи, я не снимала. Ну, не знаю, зачем этот процесс. В общем, покажу итог, что у меня получилось. И еще. Я сколько пеку пасхи, никогда их не пекла в четверг. Я знаю, что все пекут в четверг, чистый четверг, но почему-то у меня так сложилось, что я никогда не пекла в четверг. Я всегда пекла с пятницы на субботу в ночь. То есть вот у меня семья ложится спать, я часов в 10 захожу на кухню, ну и там как получится. Когда в 3 заканчивала, когда в 4 заканчивала. Но всегда с пятницы на субботу в ночь. Никогда ни в какие другие дни я пасхи не делала. Не знаю, почему у меня так сложилось. Не считаю это каким-то нарушением. Но не будем углубляться в тему, как надо, как не надо. Я считаю, что каждый должен делать, как ему, как говорится, по душе легло. Так вот, по душе легло мне в этом году вообще против всяких правил.
Вы знаете, что мы были на даче, и приехали мы в пятницу, и, честно говоря, приехали мы уже к вечеру, я уже была уставшая, надо было сейчас сумки разобрать, кушать дома нечего, надо было что-то готовить, потому что детей надо кормить. В общем, я поняла, что я уже не хочу ничего делать. У меня есть такое правило, что нельзя иметь дело с тестом, если нет на это настроения, потому что тесто чувствует настроение, и если делать это через силу, то ничего не взойдет, не подойдет, не получится, растечется, размажется. Ну, в общем, я не берусь никогда делать что-то из теста, если я этого не хочу. То есть надо настроение, надо вдохновение, надо желание, тогда с тестом будет все отлично. И поэтому с пятницы на субботу в ночь я легла спать, потому что я устала и уже не хотела ничего делать. И понимала, что сил у меня нету, и мне нужно отдохнуть и набраться сил. В субботу утром я проснулась и стала делать завтрак. Пока я сделала завтрак, я начиняла перец. Началась трансляция с Иерусалима, схождение огня. В это время, во время трансляции, я включила трансляцию, я начала готовиться к приготовлению пасок. В общем, тесто я начала делать после схождения огня. Ну, так получилось. И как раз, когда после схождения огня началась служба, у меня как раз подходило тесто. Это надо было снимать, как оно у меня убегало из всех кастрюль. Просто нереально вообще. Я не поняла, что это за процесс был. В общем, вот так в этом году у меня получилось против всех правил. В субботу нельзя, после схождения огня нельзя. Ну, вот так вот. Но самое интересное, что в воскресенье я узнала, что почему-то в этом году у многих пасхи попадали. И совершенно не получились, не выпеклись, не поднялись. Я не знаю почему, но почему-то мне показалось, что именно после схождения огня у меня, правда, какие-то предметы выпадали постоянно из рук. Это вообще удивительная история была. Причем они неожиданно выпадали, но тем не менее, пасочки у меня получились отличные, они прекрасно поднялись, я же говорю, у меня тесто выбегало из кастрюли постоянно, я его туда, на выход, я его туда, на выход. Я несколько раз его возвращала назад, потому что пыталась тут у меня бегать и по столу, и пыталась убежать на пол. В общем, я хочу сказать, что пасхи у меня получились отличные в этом году. Мне кажется, даже у меня таких классных до этого не получалось. И они прекрасно подошли. Не забитое тесто, много начинки. Я делала в этом году 2 вида. Творожное собиралась делать, но так и не сделала. Я же говорю, в этом году все пошло не по плану, не так, как обычно. И у меня было 2 вида теста и 2 вида начинки. Младшая дочь не ест изюм, поэтому одни были с орехами пасочки, а другие были с изюмом и сушеной клюквой. Ну, там у меня ее немного было, ее в паске не слышно. Слышно, как будто это изюм. Так, ладно, показываю, что в итоге у меня получилось, что я поснимала как бы уже в процессе в субботу. Процесс не снимала, показываю результат. Вот такие вот у меня получились пасочки. Сейчас сделаю эту белую помазку и сверху помажу, и дети придут, будут украшать. Покажу потом, что получилось. Вот такая вот красота получилась. Сделала больше этого крема, так случайно вышло. И видела в интернете, что можно пасочку обмазать полностью. Потому что я думаю, что, наверное, у всех, как и у нас, в первую очередь съедается шапочка, потому что в пасочке самое вкусное – это вот этот белый крем. Поэтому
Вот крема, насколько пасочек хватило, я их полностью обмазала. В общем, я так понимаю, вот эти пасочки уйдут первыми. Все, сейчас приступаем красить яйца. Кстати, классный крем я делала в этом году. Я пробовала крем на основе желатина. Мне не понравился, он очень быстро застывает. Обычный классический крем для пасок, взбитые яйца с сахарной пудрой, они постоянно липнут, невозможно их в пакет заворачивать. А в этом году нашла рецепт. Белки яиц смешать с сахаром, пропорция 1 к 2, то есть 100 грамм белков, 200 грамм сахара, и поставить на водяную баню, не давать закипеть, но до того момента, как сахар растворится, вот эти вот крупиночки, проверять, как крупиночек не станет, сразу снимать с водяной бани и чуть-чуть добавить лимонного сока и просто взбить миксером. Отличный крем. Он не липнет, он хорошо держится. Ну, в общем, мне очень понравился. Я обязательно теперь его буду всегда применять. Ну, в общем, рассказала я вам про Пасхи, про свои традиции. Отпраздновали мы праздники. Эта неделя у нас такая насыщенная будет. Очень много дел. Не знаю, буду ли я успевать что-то снимать, что-то монтировать, потому что очень-очень насыщенная неделя будет. Потом уже на следующей неделе уже будет поспокойней. Но, надеюсь, я вам все расскажу, что будет происходить на этой неделе. На следующую. Хочу следующую, потому что она будет спокойна. На этой неделе. Ну все, спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, вам было интересно. Всех люблю, целую. Все буде Україна. Пока-пока!